Волнительно немножечко, а только не крашек. Всем привет! Вы на канале РСишник. В общем, и сегодня мы будем снова пробовать побить рекорд скорости. Будем спидранить на этой тачке. Как вы видите, я тут немножечко подкрасил все, чтобы она все облезлые, ну, конечно, корявенько, но визуально, издалека особенно, более-менее нормально выглядит. Маски забыл снять. Ну, сейчас мы с вами снимем. В общем, давайте сейчас поднимем нашу корку и посмотрим, что внутри. Как вы видите, в прошлый раз мы с вами катались, оторвалось одно колесо. Скорее всего, из-за того, что, видите, прижималось очень сильно на большой скорости. И колесо не крутилось, а мотор крутил. За счет того, что мотор сильный, он просто провернул хиксы внутри колеса. Машина перевернулась, видите, тут небольшой дамаг, покоцался карбончик наш. Но в целом машинка выдержала. Это была легкая авария, не такая, как в первый раз. Ну что, давайте снимать корпус. Итак, давайте разберемся, что у нас здесь сделано. По сути, я поменял только вот эти штучки. Сейчас расскажу для чего. Да, значит, у нас стоит Perfect Pass. У нас по-прежнему идет пиньон на спур, по-моему, 34 зуба. Пиньон на 38 зубов. Это самый, так сказать, нескоростной сетап. Все потому, что была большая проблема у нас с батарейками. Да, вот эти у меня старые батарейки именно для спидрана, они уже не очень подходят, хоть они и графеновые. Да, поскольку там для баги, траги на них нормально кататься. А вот для спидрана уже не очень. Но, как я вам и обещал, я сделал практически невозможное. Я сам спаял батарейки. Как вы видите, у нас по-прежнему наш большой Powerbank. Ко мне пришла новая зарядка, да, от ASDT. Очень классная фирма, мне очень нравится. Все очень удобно, все понятно. Теперь хочу рассказать, что касаемо батареи. Значит, для тех людей, кто более-менее разбирается, объясню. Это 4S батарейки 4P, то есть 4 параллельных аккумулятора присоединены здесь. Емкость примерно 12 с чем-то тысяч миллиампер в каждой. Надеюсь, они не будут проседать по вольтажу очень сильно. За счет того, что поменяли колеса, мы сейчас поставим старые батарейки, настроим, чтобы она ровно по прямой ехала, а затем будем тестить наши батарейки в нашем легком сетапе и, надеюсь, покажем какой-то неплохой результат. Но главное, чтобы не проседал вольтаж, а остальное все не важно. Ну, естественно, вот эти вот хомутики у нас большие я поставил именно под эти батарейки, потому что они гораздо больше, а старые просто-напросто не могли их зацепить. Итак, как вы видите, я забыл снять маски. Да, давайте покажу вам примерно, как она. Видите, насколько она была ободрана. Я уже не стал черным закрашивать. Да, выглядело не очень красиво, но зато теперь, видите, вроде как, если она не отсвечивает, то все красиво. Давайте с вами снимем маски наши, да, чтобы у нас все было прозрачно и фары горели. Посмотрим, как это будет выглядеть. Дети, не мусорите, потом уберем мы точно. Здесь, видите, пошкрябано немножечко, но это все с того раза. Ссылочку оставлю где-нибудь в правом верхнем углу на то, как машинка перевернулась из-за того, что у нее отлетело колесо. Посмотрите на досуге, если интересно будет. Ну, вроде все. Да, но вот теперь покрасивее все это будет. Продавите на солнце, конечно. Очень хорошо видно, где прокрашено, где было оскуплено. Но если посмотреть вот так, да, то, конечно же, ничего не видно. Лайфхак. Ну что, давайте теперь подключим наш Castle Link. Да, поставим наш ноутбук. Где он тут открывается-то, ё-моё? Оп! Да, на нашу фирменную подставочку. Хопа, сюда. Да. А ноутбук-то, по ходу дела, севший. Так, ну, слава богу, я взял с собой зарядку, и у нас же есть наш Powerbank. Давайте мы как раз-таки им и воспользуемся. Да, надо минутку подождать, он сейчас подзарядится и продолжим. Later. Давайте с вами сделаем следующее. Сейчас поставим обычные батарейки, да, прокатимся и посмотрим, настроим, чтобы она ехала по прямой, поскольку Castle Link мы пока не успели подключить, все сбросить. Надеюсь, сейчас ноутбук зарядится и подключим, проверим все. О, батарейки наши зарядились. Отлично. Давайте ставить эти. Тут батареек. Так, ну, давайте прокатимся, пока даже особо не закрепляя ничего. Просто проверим, чтобы она ехала по прямой, поскольку батарейки-то эти, по сути-то, и разряженные. Оп, оп, оп. Все, супер. Ну, погнали.
посмотрим. Так, ну давайте смотреть. Чуть-чуть ее клонит влево. Ну да. Так, ладно, еще маленький тестик. Ну, вроде ровненько, да, плюс-минус там, если что, откорректируем. Ну так, значит, в общем, настроили мы, чтобы она ехала по прямой. Спутники у нас все словили. Так, это как-то не нравится мне, как она ездит, как будто она там отвалилась, отломалась. Блин, ну это ладно, будем смотреть дальше. О, бляха-муха, твою мать, ты посмотри. Упали коннекторы от батареек, из-за этого видите, как она стирает. А это вам я скажу, пластик. Ладно, главное, колесо сильно не стерли. А эта хрень, конечно, да. Видите, уже был такой с этой стороны. Вот здесь вот у нас один раз она, конечно, зажалась. И здесь стесалась. Ну да ладно. Давайте теперь поставим наши фирменные батарейки. Что, жду не дождусь на них прокатиться. Опля. Как есть, да. Все правильно. Посмотрим, Perfect Pass у нас стоит. Да, там, где надо. Так, давайте подключать наши адовые батарейки. Ох, надеюсь, ничего не сгорит. Ой, как надеюсь. Видите, большой плюс, что при аварии, если вдруг будет что-то переворачиваться, все должно быть нормально, потому что батарейки сами автоматически отлетят. Все, коннекторы вроде плотно сидят. Все окей, ну что, давайте включать. Так, ну что, я на исходную точку и стартуем. Все работает, значит, ставим трек, старт. Все, выключаем телефон и погнали на стартовую. Ох, бляха-муха, волнительно немножечко. А только не крашек. Что, снимаешь? Поехали. Бля, задержка пипец. Так, как вы видите, с фары видно. Готов? Ну, поехали. Главное не раз... Гироскоп у меня включен. Да, включен. Слава богу. Ладно, поехали. Бляха, ну я думаю, там километров 280 где-то. Слушайте, ну давай первый сразу комментарий. Я считаю, что, блин, проехала прикольно, стабильно себя чувствовала машина. Слегка я подруливал, но это вообще минимально. Смотри, как я и думал. Антенка одна вообще отлетела полностью. Но я потом по-другому сделаю, разведу антенны по разным сторонам. В принципе, для чего они нужны вообще, эти две антенны, чтобы их разводить. Ну давайте посмотрим, сколько. Ты как думаешь, сколько было? Ну, я думаю, почти 300 было точно. А ты как думаешь? Я только в телефон смотрю. А я думаю, 280 было. Давайте, ладно, посмотрим, проверим. Все, работает. Давайте, стоп. Читать. 253. Это, конечно, рекорд личный, но я вам так скажу, что я думаю, что до максималки она не дошла, потому что не хватило ей разгона. Я вначале очень долго рулил ее, подруливал и так далее. Поэтому я думаю, что надо будет смотреть. Хотя, ну, в общем, я доволен. Значит, давайте проверим температуры. Значит, что у нас по двигателю? Двигатель 45 градусов. Ну, тепленький. Дотронуться можно, это фигня. Значит, регулятор. Регулятор такой же примерно, я думаю, что 38-40 градусов. Я думаю, что тоже нормально. Давайте посмотрим на один заезд, сколько ушло батареек. Да, хорошо, мы все равно будем снимать. Да, давайте проверим сейчас, сколько у нас осталось заряда. Ну, 88%, 16,3, 4 вольта. В принципе, съела очень-очень мало, по 0,2. Ну, хотя для одного заезда это вообще немало. Да, ну-ка, давай вторую посмотрим. Ну, тут то же самое. Прям все четко по всем ячейкам.
Так, ну запускаем. По 3,5 ампера. Ну максимально это у нас 8 выдает. 125 ватт. Видите, у нас потребление идет. Поэтому ничего страшного. А давай-ка посмотрим, начал ли у нас запускаться ноутбук. Может быть, мы сможем сразу все прочесть. Нет, не заряжается. Ну ладно, потом будем думать, что с этим делать. Значит, ладно, батарейки мы полностью дозаряжать не будем. Значит, комп у меня не заряжается. Не знаю, буду разбираться дома с своим пауэрбэнком, потому что, чтобы прочитать даталоги, посмотреть все характеристики, не получилось. У нас комп забыл зарядить. А сейчас мы заряжаем на неполных батарейках. Попробуем еще раз прокатиться, посмотреть. Попробую посильнее чуть нажать на газ, подольше поддержать, чтобы она подышала и побыстрее поехала. Ну и посмотрим, что из этого получится. А вот это плохо. Посмотрите сюда. О, эта штука означает то, что у нас развалился вот тот в центральном дифференциале подшипник. Вот здесь вот. Да. И поэтому он вот так вот болтается. С такой штукой, как вот это, ехать нельзя. Это надо менять центральные подшипники, запускать все заново. Поэтому на этом будем прощаться с вами. Да, очень жалко, что не получилось второй раз заехать. Давайте я как сделаем, как поставим. Вот так, чтобы красиво было. Всем спасибо за просмотр этой серии. Надеюсь, вам понравилось. В общем, поставили мы свой личный рекорд и будем делать это дальше. Менять пиньоны, потому что это самый слабый сетап, который у нас есть. Я проанализирую батарейки, посмотрю, какой вольтаж там был, насколько быстро она поехала, насколько быстро, какие были обороты у двигателя, насколько можно прибавить, сколько было амперов, можно ли повышать передачу и так далее и тому подобное. Итак, как мы видим наш график здесь, да? Извините, батарейки шумят, разряжаются. Давайте посмотрим. Смотрите, минимально они опять просели до 21. Да, вот здесь вот на графике это все видно. Ушло на 100%, но очень большая просадка по аккумуляторам, хотя уже на таких аккумуляторах, ну 100%, 4S, 4P не должно так просаживаться. Но амперы у нас, как видите, зелененькая, да, зелененький график. Это у нас получается 500 ампер, да, было. Следовательно, вот у нас, видите, машинка подключена. Я долго думал, и теперь я думаю, что нашу причину. Давайте сейчас подойдем, расскажу вам. Так, извиняюсь за бардак, конечно. Здесь у нас X-Max у нас лежит разобранный, да, но параллельно приходится и то делать. В общем, тут у нас разряжаются батарейки наши. И я заметил, что после покраски, видите, вот этот след, но больше всего, чего мне не понравилось, это вот этот. Здесь аж реально очень большая протертость. Скорее всего, из-за того, что колеса терли, создавалось очень большое давление и напряжение. Увеличились амперы и просто-напросто не давало раскрутиться нормально двигателю, потому что 35 тысяч оборотов должно быть 60. Значит, будем что-то делать вот с этим вот. Поэтому такие дела. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока!